вторая часть, или не знаю, продолжение или вторая часть. Я опять лопух, я опять забыл включить Powerbank к телефону, батарейка села, и телефон у меня выключился. Новый стрим. Так, поехал у нас новый стрим. Ну, пойдемте. Чего нет, мы хотели пойти. Не знаю, бахнем, может быть, в телегу ссылку, что новый стрим. Пожалуйста. Друзья, я забыл Powerbank включить в телефон, поэтому так. Сейчас мы обойдем эту церковь, выйдем к прудам, там я перехвачу брата, и если брат будет не против, то мы пойдем до писающей собаки все вместе. Вот. А если против, то, ну, не знаю, тогда подумаем насчет стрима. Как его продолжить. Возможно, брат будет просто сзади. Так, еще раз, это храм Варлаама Хутынского. Вот обойду. Бывает, но второй раз. Я просто так загулялся, засмотрелся, что совершенно забыл про то, что у меня все-таки телефон — это средство с батарейкой, и батарейка имеет такую особенность, как разряжаться. Сейчас я хочу просто посмотреть и понять вообще, он насколько действующий. Потому что состояние это, конечно, такое себе. И по всей видимости, давайте я толкну дверь, но я думаю, он не работает, не функционирует. Здесь вот какая-то вход, звонок. Да. Кстати, железные, прикольно кованые двери. 1780 год. Однако. Неплохо. Как говорится. А следующее что там? Илинская церковь. Тоже не очень похоже, что она действующая, но тоже какая-то дико древняя. Улица Засадимского, 14Б. Церковь Ильи Пророка в Каменье. 1698 год. Конец, соответственно, 17 века. Объект культурного наследия федерального значения. Ну, резной палисад присутствует в какой-то степени. За ним домик тоже с резными наличниками. Неплохо. Ну, будет. Какой-то должен быть логический финал, но, к сожалению, нет такой возможности вернуться в стрим. Из-за того, что я стримлю сразу на несколько площадок. Вот, поэтому, получается, у нас вторая часть. Что поделать, то не поделать. Ну, хочется одно, а получается другое. Не то чтобы сильно печально, но. Ну, по крайней мере, пусть он сзади идет и до собачек хотя бы дойдем и там закончим. Да. Где вы ходите, не могу вас на карте найти. Улица Засадимского. Засадимского. 6.
Церковь Ильи Пророка. Или Засадимского, дай, покажи. Вот, пожалуйста. Здесь что? Каретник. Мир забытых вещей. Улица... Не приближает. Засадимского, пожалуйста. Дом 24. Вот впереди у нас пруды. Не знаю, как сейчас получится к прудам подойти. Получится ли. Где-то брат меня на мостике ждет. Тут забор совсем не к силу. А, все нормально. Если там какое-то оформление видео не очень, и описание, я прошу понять, простить и отпустить. Вот, я это все дело, как стрим закончится, все поправлю, все напишу, все как есть, чтобы потом в записи можно было посмотреть. Сейчас здесь по пруду пройдем снова вдоль набережной. Вдоль набережной. Так, не вижу брата. Брат за брата, так за основу взято. Короче, сердце Вологды. Видимо, здесь свадебные истории происходят с навешиванием этих замочков на долгую и счастливую. Пройдем под этими подковами, но подковы тоже. Опять же, в какой нашей традиции, по-моему, подкова должна быть в другую сторону повернута. Но. Хорошо гуляется. Так, вы где спрятались? Вы на аттракционах уже? Да, на карусельках Илюша пошел кататься. Вы с Евой, короче, да? Нет. Да в туалет он ушел. Ну, вы с Евой или нет? Нет. Короче, смотри, сейчас. Что? Давай пока пойди туда. Или давай, подожди. Сейчас у нас стрим идет. Ничего страшного, не это. С вами совет нужен. Я с вами пока Ленчик, ты гуляю. иди к этой. Часовенку посмотрим. Подковы это новодел уже. Ну, конечно, надо как-то туристов заманивать. Он сразу... Чуть ли еще помочь. Привет, А14. Из солнечной Италии. Вот такая у нас икона в часовенке. Мы вам А14 можем только завидовать. Сбор пожертвований. Свечки под честное слово. Пожертвования. Сюда. У нас по ощущениям тут +8. На солнце, по ощущениям, +15 и ледяной ветер. Ну, все как всегда.
часовенка у нас настолько современная, что даже с 2 видеокамерами. Как только на границе нас пропустят, мы обязательно приедем. О, Алексей, в Питере сейчас примерно такая же погода. Ну, значит, мы ничего не пропустили. Ну что, разве камера остановит вора свечек? Все, возвращаю вам более говорливого Романа. Тогда сзади идем. Так. Ты что-то говорила? Чуть-чуть. Чуть-чуть, ладно. Видишь, мы все что-то чуть-чуть и понемногу. Мы тут уже посмотрели и посидим поокаем. Я тут уже окол, покол и шмокал. Мы тут уже памятник букве О посмотрели. Ну, мы тут уже прошли немного. Воу, бежать ко мне, ёб твою мать. Опасно! Опять заокол. Буду окать ходить. Вот. Ты-то и окаешь? Ну, верно. Ну, верно, ну ладно. Брат стесняется. Брат не будет. Так, друзья, камера, чтобы свечки не украли. Так, суровая Россия такая. У нас снег периодически идет и холодно. Так, пока. Роман после 2 часов уже говорит, болит горло. Нормально горло, не болит. Мы смочим чем-нибудь, промочим. Да. Ну, насколько я понимаю, набережная, ну, опять же, сейчас увидим и целиком. Просто иногда то, что я понимаю, оказывается, что я не понимаю. Но набережная не такая длинная. Вот в Архангельске там набережная несколько километров, но там и на ней смотреть особо нечего, кроме отдыхающих горожан. Откуда начали практически, да, здесь прогулки по Кремлю. Сюда мы с вами и вернулись. Опять памятник букве О. Роман опять даже идет. Ой, расскажу такую историю. Собственно, еще будучи на родине, в Поморье, не путать с Приморьем, приезжает ко мне знакомый. И говорят, что у вас тут действительно все окают. А там ребята с Питера, с Москвы были. И говорят, что-то тут у вас все окают, как прям кошмар. А мы с другом-то, да не оком мы, говорит, ну так и так. Ну и в итоге что-то сговорились с ним и специально окать начали. И окали-то как раз аккурат 2 недели. И вот это вот 2 недели оканья, оно настолько всело и вросло в нас, что уже когда все уехали, мы все равно продолжали в повседневной речи дома да в школе окать. Это, конечно, смешно, но настолько было почти естественно и не напряжно. Бабушка у меня окает. Я тут в Вологде-то как раз по случаю юбилея бабушке 90 лет. Но бабушка не с Вологды. Бабушка еще северней. Здесь у меня тетя с братом живут. Вот.
Евгения. У нас в крае области тоже на О бывает говорит. А, подождите, Евгения, вы откуда? Но помните, коли я забыл. Бабушке дай бог здоровья и еще долго вас радовать. Ох, бабуля веселуха такая. Вчера отжигала, песни пела. Молодость вспоминала. Рыбаков, кстати, вот не вижу. Надо спросить брата. Ну ладно, сейчас до моста дойдем, спрошу брата. Вот рыбаков не вижу. Почему-то не ловит никто. Только вон там у реки парочки сидят, обнимаются. Что-то мы это... Так, почита пока что пишите. Красота, нет суеты, как в СПБ. По этой речке что-то даже лодки не плавают. Не. Илюх, а это рыбы-то ловят, нет? Рыбаков не вижу. Ну, вода мутная, сейчас просто не время. Да? Да? А это корабли, катера? Сначала каждый, ну, типа каждый час с этими туристические? Да, а так оно судоходное, нет? Уже нет. Возят всякие корпоративы катают. Ага. Лодочная станция есть места 800 лет. Далековато. Ну, там есть базовый катерок. Под мостом, где мостик, под мостом проплываешь. Окать хорошо, но пора и почавкать шашлыком, там где-то пахло. Пахло, нет. Вот видите, брат подошел с женой, тоже сейчас мы где-нибудь логическую завершение стрима надо будет найти. Ну, короче, мы сейчас идем до этой писающей собачки, до первого фонарного столба Вологодского. Это где-то должен быть пешеходный мост через реку Вологду. Пока я вижу только автомобильный. Автомобильно-дебильный. С противоположной стороны тоже вот все в храмах. Это как вот на Псковщине, да, в самом городе Пскове, на реке Пскове. Там, не знаю, город 1000 храмов. Там, не знаю, 1000 была ли или нет. Старик, здравствуйте, говорит старик. Мы не в Питере, если что. Мы в Вологде сегодня гуляем. Так, интересно, что такое у нас за здание справа. Уже ни одной таблички нету. Хотя видно, что какой-то был тут козырек или что-то уже утраченное, переделанное. Вот еле-еле виднеются первые листочки. Что-то цветет, мохом висит. Так, какие красивые храмы в Вологде. Я из Вятского края. О, Вятка. Это у нас Печора, Сыктывкар. Вот тот район-то, да, у нас Северное Приуралье, наверное, если я не ошибаюсь, как-то можно отнести. Так. Вологда, северо-западный сосед нашего края, на западе Костромская область, выше Вологодская, потом на севере Архангельская область и республика Коми. Да. Крокодил удивляется, как же совок обошел эти церкви и не разрушил. Но вот мы там до одной церкви не дошли.
она была разрушена, она была уже без колокольни, как минимум, и без куполов. А что, лучше, наверное, там пойти, нет? Вот туда, да? Так, все-таки я сейчас... История старого рынка сейчас. О, дай мне карту все-таки. Старого рынка торжище было. Так, да. Мне выдали карту. Я теперь буду ориентироваться на местности и пытаться еще читать. Раиса, дорогая. Так, Женечка, тебя. Так, Вятка, это вроде же Кировская область. Вот справа у нас тут виднеется церковь Покрова на Торгу. Опять же, все нам идет отсылки к тому, что здесь было торжище, торговля велась. Церковь Покрова на Торгу. Так, тут. Интересная вот водонапорная какая-то башня слева. Кстати, продается. Башня? Да, башня продается. Башня продается, говорят. Ну, копейки. У нас кресты продали за 1,5 миллиарда. Кресты, которые церковь. Ой, церковь, говорю, это тюрьма, блин. Ну, там церковь тоже была. Вместе с церковью. Это у нас выращено. Мне прям как-то стыдно за людей. Просто не уважают ничего. Кому-то удобно добраться до клуба. Вот брат говорит, что дикие люди в Вологде не любят самокатчиков. А я на самом деле поддерживаю тех, кто не любит самокатчиков. Потому что, по крайней мере, в Питере самокатчики очень агрессивно себя ведут. Сейчас перед нами Казанская церковь. Тоже, по всей видимости, какой-то церковь Казанской иконы Божьей Матери. Какая-то древняя история, по крайней мере, по архитектуре. Возможно, тоже какой-нибудь 17 век. Сейчас посмотрим, тут есть табличка. Не знаю, я... Вот табличка есть, но она очень нечитабельная, поэтому возвращаемся к переходу дороги. А здесь был рынок-то, да, или что? Старый рынок. А там тупика нету? Так, пишем. Читаю, что вы пишете. Вот так, я очень люблю самокатчиков. Машины на шипах, значит, может быть снег. Да. Но опять же, видите, самокаты бросают где попало. Ездят достаточно агрессивно. Сколько у нас историй на Невском было, когда... Ну, вплоть до того, что сейчас на Невском у нас на самокатах запрещено. Ну и народ просто, может, даже, да, не готов. Цех. Какой-то цех. Но, видимо, это все винный магазин, там цветы. Бургеры.
Там раковарвар. Ёбаный вот в центре я. Так, нам еще до пешеходного моста, кстати, идти. Вот это территория бывшего старинного рынка, я так понимаю, ну так брат сказал. На картах тут что-то сильно об этом ничего не сказано. Ой, а там что такое, Илюх? Что, магазины? Ну вот эти исторические-то, они как-то что-то... Там всякие фотостудии, пирожковые, кафешки. Ну это не какие-нибудь опять торговые, там, гостиные дворы, может, это было, нет, не знаешь? Это магазины, тут продают всякие шмотки, там, всякие. Ну древние, не древние? Ну, во. Ничего не продают. Торговые ряды. Вот тут есть табличка сверху. Торговые ряды на Гостинодворской площади. Объект культурного наследия 19 век. Рыбнорядский мост. Так, ну я так понимаю, по всей логике и по той по тем топонимам, по которым тут мы двигаемся, все-таки была торговля. Торговля делилась на направления свои. Туда переходим? Сюда лучше? Да, вот сюда. Вот, и раз это Рыбнорядский мост, соответственно, здесь были ряды, ну, как у нас гостиные дворы, да, у каждого, ну, они четырехсторонний, такой непонятный параллелепипед, куда? Вот, и, соответственно, были перинные ряды, были стеклянные ряды, и вот это вот все, а здесь были рыбные, видимо, какой-то ряд, где торговали рыбою. Разного назначения. Где-то, видимо, шмотками, где-то мебелью, где-то еще чем-то. Так, вы тут переписываетесь пока между собой, да? Да. Я пока не вмешиваюсь. Я, конечно, стараюсь чат читать, друзья. Но вот идем вдоль. Слева у нас река Вологда. Идем вдоль нее. Здесь у нас какая-то речка Золотуха. Вот под нами. И впереди у нас будет смотровая площадка. Угу. Так, кстати, про умные остановки что-то я забыл. Ну, там у нас улица Мира, или мы улица Мира, мы только что ее перешли. Улица Ленина. Но мы туда не пойдем. Свернем сюда на набережную и на смотровую площадку встанем, посмотрим. Оу! Вниз? А я думал на смотровую. Нет? Так, брат советует вниз идти. Брат говорит вниз, но идем вниз. Будет, видимо, лучше. Так, сегодня в печатных СМИ. Так, что вы там обсуждаете? Прошла разведка. Ну как, конечно, брат. Оу! Опачки! А вот и рыбачки. Все-таки это... Ну, с одной стороны, как? Это показатель чистая, нечистая река вообще. Развито или нет рыболовное там дело на той или иной местности.
Да слушай, у нас ловят постоянно. У нас вот что большая вода, что небольшая. Так и ловится что-то, судачки, еще что-то. У нас ловится. Но у нас все домки закидывают. И... Вот. Так. Брат младший, так что кто кого там слушать еще должен. Вот, как брат может быть не родной? Я понимаю, что вы это имеете в виду, там, двоюродные и троюродные, как бы, ну, я считаю это абсолютно в контексте неважным. Вот. Пахнет краской, что-то здесь, видимо, обновляют, но, судя по внешнему виду, то что-то не особо оно. Ну, вот эта часть у нас на карте, по крайней мере, считается смотровой площадкой. Но вот тут вот люди что-то стоят и что-то смотрят, что-то показывают. Слушайте, с противоположной стороны-то тоже много церквей. Мы прошли уже, да? И вот причал пароходиков. Здесь у нас туристические пароходики. Один баргузин вижу. Ну и брат сказал, что здесь у них эти пароходики любят арендовывать всякие компании, дабы отмечать выпускные, свадьбы, торжества, какие-то корпоративы на работах проводят на этих кораблях. Так, смотрим карту. Городской дворец культуры, свадьба, жанровая скульптура, губернаторский дом у нас впереди, историческое здание. Да, вот этот впереди желтенький с колоннами. Так, двоюродный, троюродный, какие фонари красивые, нравятся такие. Краской пахнет, я не понимаю откуда. Что-то мне так это дурно становится. Всем с 1 мая. Я пошел. Так, пока-пока. Дядя Коля, добрый вечер. Добрый. Я так понимаю, нам надо сейчас дойти вот до следующего моста пешеходный. И там как раз тот памятник писающей собачки на самый первый фонарный столб в Вологде. Причем первый электрический фонарь в Вологде. Там у нас улица Засимовская. И справа, если мы поднимемся от реки, будет Кировский сквер. Героям Советского Союза скульптура Кузнецов. Кузнецов в смысле фамилия. Окей. Так, ладно, почитаю, что вы мне пишете, а то я что-то все в карту уставился. Дядь Коль, привет, опоздал. Намного. Мы уже 2 часа ходим. Стрим тут один раз уже прерывался, я по новой начинал. Вот. И вот меня занесло на этих выходных в Вологду. Я в прошлый стрим вам говорил, что в планах не быть в Петербурге на майские праздники. Что вот я тут приехал в Вологду. Так, вот. По-моему, это или следующий. По-моему, следующий. Губернаторский дом. А может быть и этот. Да такой какой-то облупившийся.
Крокодил, я пока не могу сложить объективной оценки в Вологде. Я здесь первый раз. Я вот просто хожу и там половина времени смотрю под ноги и в телефон. Сейчас закончим стрим, я с братом еще похожу, погуляю, мне что-нибудь порассказывает, посмотрим. В целом, слушайте, да, провинция прямо не то чтобы самая-самая, но тихий, спокойный городок, вы все правильно говорите. Вот, губернаторский дом, конец 18 века, 1700, опять же, 80-е годы. Когда-то Вологда входила в часть и в состав Архангельской губернии. Уже позже самостоятельная стала Вологодская губерния. Ой, вот там вот с той стороны классные купола, прям черные, на удивление. Видите? Масло, да, масло я уже закупил, у меня целая коробка вологодского масла. Так, ищем фонарь. Первый электрический. Вон он столб, собака. Ура, Раиса. А, вот, господи. Первый электрический фонарь в Вологде. Даже провода к нему подходят. И даже, скорее всего, действующий, ибо все-таки плафон есть, лампочка имеется. Ну и пес делает свое мокрое дело. Что поделать? Что поделать? Давайте поднимусь на мостик. Чайки все тут орут. Что-то требуют, наверное, не знаю. Местный хлопальщик в ладоши, видите, на мосту стоит. В монастырях, у храмов, ну, значит, там монастырь. Да не, хорошечно здесь, хорошечно. Имеет место быть, как говорится. Друзья, за сим логическим завершением, с видом на самый первый электрический фонарь 1904 года в городе Вологда, предлагаю закончить прогулку. Здесь в исторической части прогулялись по Кремлю, в Кремле. На берегу реки Вологды. Друзья, лайки, подписки. У нас сегодня было немного, но и не в Петербурге. Чай не в Питере, как говорится. Брат вот говорит, что все-таки вода еще высокая, грязная, и рыбаков нет. А так в целом ловят, и все хорошо. Лайки, подписки. Друзья, кто новенький, мы не только в Питере, но и гуляем в его окрестностях, недалеко от Петербурга, как говорится. Если есть желание, возможность и настроение, отправляем донат. Донат идет сугубо на развитие канала. Я пока все коплю. Ну и, возможно, как-нибудь на какое-нибудь новое оборудование или обновление, или улучшение. Так что подписывайтесь, не переключайтесь. Сегодня так вот в двух частях. Возможно, завтра стрим тоже будет, а может не будет, не знаю, посмотрим. Смотря как вот поедем и какая там будет обстановка и погода, и настроение жены. А то, может, скажет, надоелка ты это, со мной погуляй. Ревнует, что поделать. Ладненько, пока-пока. Еще раз вида на Вологду.